начала Великой Отечественной войны, касающихся 1941 года. Я еще должен вам напомнить номер для ваших смс-ок. Это +7 985 970 45 45. Твиттер. Аккаунт вызван. Присылайте ваши вопросы. Попробуем их максимально учесть. По-моему, я назвал все источники нашей связи с вами, уважаемые зрители и слушатели. И поэтому переходим к беседе с госпожой Синтией Робертс. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я очень рада быть с вами, говорить по этой теме. Это очень главная, важная тема. И даже после 70-х годов у нас еще споры и вопросы. Вот очень сложный день. Спасибо за переводчиков. И для меня очень трудно говорить быстро, особенно по-русски, по этой сложной теме. Мы не спешим. Хорошо. Синтия, скажите, вот вы только что сказали, что для вас что это очень важная тема. Она важна для вас, как и для исследователя. Я не думаю, что она уж так сильно важна для американского общества. Ну, это правда. Можно сказать, что вообще они считают, что наша война, конечно, началась тоже в этом году, но только в декабре, в смысле 41-го. Да, тоже для нас это 70-й. Когда вы вступили в Перл-Харбор, но не в Европу. На Тихоокеанском театре. Японский, против Японии. Да. И мы ориентировали с самого начала, но наши планы, интересно, был ориентировал к Европе, во-первых, но все-таки мы против Японии, вот в этом смысле. И только после наступления и начиналась война против Германии, против Советским Союзом, тогда был, конечно, все передумал. Хорошо. Теперь, значит, все-таки июнь 1941 года Советский Союз возьмем. Американское общество, мы оставим ему самовоспитываться и самообразовываться. Скажите мне, пожалуйста, во-первых, тему мы сегодня так обозначили. Июнь 1941 года, превентивная война, знак вопроса. Ну, понятно, что в данном случае речь идет о том, что это превентивная война со стороны Германии, но этот вопрос можно перевернуть и в сторону Советского Союза. На ваш взгляд, все-таки вот идут очень ожесточенные, я бы сказал, споры уже лет 20, вот с тех пор, как у нас открылась возможность вообще обсуждать эти темы. Уже лет 20 идут ожесточенные споры, особенно по 1941 году, собственно говоря, что привело к этой войне, насколько Советский Союз виноват, если хотите, или несет ответственность за те 2 года, которые предшествовали июню 1941 года, я имею в виду, понятно, что пакт, да, и 1939-1940 год. И, может быть, главный вопрос – это, собственно говоря, чего хотел Сталин. Он был человеком, человеком это не важно, каким он был, в данном случае важно, каким он был политиком. Он проводил политику миролюбивую, он хотел быть вместе с Германией, он готовил ли он нападение на Германию. Что вы считаете, насколько я знаю, изучив достаточное количество документов, в том числе и у нас здесь, в Советском Союзе, в России, да, в Советском Союзе, я не знаю, изучали ли вы документы тогда и кому их давали. Не в архиве. Да. Вот. Ваше, как исследователя, представление о том периоде и о соотношении сил, я имею в виду скорее больше таких, что происходило в политике того времени. Here I will speak in English. And I think there are 2 parts to understanding Stalin's approach and strategy. Тут нужно 2 момента понять в сталинском подходе и в сталинской стратегии. In general, it's important to stress, and I think we all agree on this. В принципе, важно выделить, и с этим мы согласны. Almost all historians, I'm a political scientist, of course. С этим согласны историки и политологи. That the Soviet Union was a revisionist, offensive-oriented power.
and Stalin especially so. Советский Союз был сориентирован на некий ревизионизм и на наступательные действия, и это в большой степени относится к самому Сталину. And we have some important secondary documents to underscore this idea, both the ideological component and the realpolitik component. У нас есть некие вторичные документы, которые поддерживают эту идею и, так сказать, в плане идеологии, в плане политики. For example, one of the most important was Stalin's conversations with Dimitrov, who was head of the Comintern, where he said that the war, this was after the war started, and of course the pact was both for defensive and offensive reasons for the Soviet Union, where Stalin said to Dimitrov, the war is on for the redivision of the world and for the domination of the world. Значит, есть документы, разговор Сталина с Димитровым, который тогда возглавлял Коминтерн. И это уже война уже началась, война уже шла в это время, и было сказано, что вот этот пакт, который был заключен, он имеет и оборонительную, и наступательную идею. А потом можно сказать, что he said to Dimitrov that the war is on for the redivision of the world and the domination of the world. Димитрову, что нужно мир, война ведется для того, чтобы мир переразделить и занять в нем доминирующую позицию. And he said, this is an important part, that it would lead to the capitalist states having a good, hard fight and weakening each other. И в итоге капиталистические страны, в общем, основательно передерутся друг с другом и в итоге ослабят друг друга. So I would like to emphasize that a key part of Stalin's calculation, and it was a miscalculation, was that Germany would be weakened with war in the West against France and Britain. Значит, сталинский расчет, а вернее сказать просчет, сводился к тому, что Германия будет вести войну с Францией, с Великобританией, и в итоге она существенно пострадает в ходе этой войны, ослабнет. And at some point, when they were all weakened, then, and there's no documents to when this might happen, but at some point it was expected the Soviet Union would enter the war offensively to exploit the opportunities of a weakened, all of the powers being weaker. В документах не сказано, когда вот это событие могло произойти, когда эти страны, западные страны, ослабят друг друга, но вот они друг друга, значит, потребуют основательно, ослабнут, и тогда Сталин-Советский Союз вступают в войну и ведут наступательные действия. And we also know, извините, против Германии в том числе. Против всех? Против всех. Чтобы Советский Союз был доминировал в Европе. Да. Так. But then Stalin's diplomacy changed, at least temporarily, in 1940, when it became clear, to his surprise, that Germany was able to conquer France in 6 weeks, and most of Europe. Но дипломатия Сталина, она, в общем-то, изменилась в 1940 году, к его большому удивлению, когда он увидел, что за 1,5 месяца Германия покорила Францию. Так быстро. So this put Soviet foreign policy temporarily, at least tactically, on the defensive. И таким образом временно Советскому Союзу пришлось занять оборонительную позицию. Politically, diplomatically, so that Stalin's priority became to avoid war until the Soviet Union could become stronger, because now the situation had changed entirely according to his calculations had been proved wrong, and this left Germany facing east to the Soviet Union, although it was still fighting against Britain. Ну и вот эта временная политика изменения, оно, так сказать, носило и политический, и дипломатический характер. Это изменение сводилось оно к тому, что Сталин решил, что сейчас нельзя Советскому Союзу участвовать в войне, нужно как-то стать сильнее или выиграть время, пока, значит, страны Запада как-то будут ослаблять друг друга, но этого не происходило, потому что Германия уже была развернута на восток. Да. Okay. То есть, извините, еще раз, чтобы уточнить,
То есть такое самое сильное впечатление на Сталина, по вашему мнению, произвело поражение Франции, да? Это был шок. Это был шок. И у нас разные мемуары, где там написано. Я думаю, что он имеет концепцию война, что был не так быстро. Он не понял, как будет война в этом периоде. Вот. И он не один в этом смысле, конечно. Okay, so here is Stalin's diplomacy on the defensive in a tactical sense. И таким образом сталинская политика изменилась на оборонную в тактическом смысле слова. But meanwhile, Soviet military doctrine has from the very beginning been offensively oriented. Но при этом советская военная доктрина была с самого начала наступательная. And there are good reasons for this. The Soviet Union was a revisionist country, and ideologically it was oriented toward expansionism. But let's be honest also, it was opportunistic. There's a very strong realpolitik nature to Stalin and Soviet foreign policy. The Soviet Union didn't mindlessly expand everywhere, but it exploited opportunities. И значит, советская военная доктрина того времени, она была, в общем-то, наступательная, и, как мы уже говорили, имел место ревизионизм, и были предприняты попытки, или идеи были для того, чтобы Союз Советский расширился. И было в политике Сталина нечто такое, то, что вот по-английски звучит как opportunism, значит, желание использовать подвернувшиеся возможности. В данном случае, я думаю, это имеется в виду. Правильно. Хорошо. Спасибо. Такой контролер переводов. Спасибо. So the problem became that if your diplomacy or your grand strategy, even if temporarily, is switching to the defensive against now the massive German army massing on the border, now we're into 1941, there's only two logical military strategies to fit such a political strategy. One is the strategy that Alexander adopted against Napoleon, a strategic defense in depth where you retreat into the vast expanse of Russia and use this depth for defense. Значит, нужно было политику поменять на оборонительную. Это произошло в 1941 году, когда немцы уже фактически были у границ Советского Союза. Что здесь можно было предпринять? Было два варианта. Первый вариант сводился к тому, что можно было использовать ту политику, которую использовал в свое время Александр в войне с Наполеоном. Это такая вот стратегия обороны, отступления вглубь страны, значит, заманивание противника вглубь страны с дальнейшим его истощением. In this period, in the interwar period, Svechin, the military theorist, was associated with this strategy, but he was discredited, and ideologically it's hard to see how the Soviet Union would have adopted such a strategy. Эта политика, в частности, одним из ее апологетов был Свечин. Был такой человек, вот он был сторонник этой стратегии, но на самом деле от этой стратегии отказались, потому что по ней речь шла вроде бы о дискредитации Советского Союза, что было невозможно. Такое глубокое отступление в тыл. Но практически так и получилось. Вот, что я написала. Действительно так. Но это не было выбор. Это не было задумано так. Да, it was not by choice, but by defeat. The ideal strategy, actually, for countering blitzkrieg is a mobile defense. Идеальная стратегия для борьбы с блицкригом — это такая мобильная оборона. And this the Soviet generals understood, but they could not implement. И советские генералы это поняли, но они не могли эту политику реализовать. Another mistake they made was to adopt a kind of cross between a linear defense and a mobile defense, and to put the vast portion of the Soviet army right on the border. Значит, они пытались организовать нечто среднее между линейной обороной и мобильной обороной, и, в общем, большие крупные военные формирования были размещены непосредственно около границ. Не было глубины никакой. Exactly.
And partly this was because the borders were changing, and of course there wasn't time to develop mobile defense, but the Soviet army would never have been able to implement it in any event. Ну, на самом